Active Matter – новый экстракшн-шутер. Разработчики дали возможность на выходных бесплатно в нее поиграть, и я этим воспользовался. Обзор будет коротким, потому что я не заснял основной геймплей. Извиняюсь заранее, что вы увидите мало видеофрагментов по данной игре, так как я не планировал делать выпуск. Поиграв в нее 3 часа от силы, я пришел к выводу, что игра меня разочаровала, потому что 80% времени в игре я тратил на лечение. Тут система повреждения реалистичная. У вас будет отдельно повреждаться голова, туловище, руки и ноги. Все эти части тела нужно восстанавливать отдельно, а на это уходит много времени. Если запасы здоровья у ног упадут до нуля, то вы будете медленнее передвигаться, а если у рук, то ваша точность стрельбы серьезно ухудшится. Почти каждая стычка с аномальными мутантами заканчивалась сильными повреждениями. После сражений приходилось долго восстанавливаться. Данный стиль игры мне не особо нравится. В Active Matter вектор игрового процесса направлен в сторону реализма. Например, патроны нужно заряжать в магазине вручную, или нужно иметь заранее заряженные магазины, чтобы во время сражений не попасть в затруднительную ситуацию. По ходу дела прям как в Таркове. Игра вынуждает выбирать время и безопасное место на подготовку снаряжения, и только потом можно продвигаться дальше. Для любителей реализма в самый раз, вам понравится. Из необычного отмечу, что сидеть в кустах долго по времени не получится. Данная область будет вас выталкивать. Это сделали специально, чтобы игроки не сидели вечно в засаде. Наверное, это неплохо. Еще в игре есть область, где гравитация воздействует на пространство по-другому. Когда вы туда зайдете, ваше позиционирование изменится. Вот это мне единственное, что понравилось. Мой итог таков. Тебе подойдет данный проект, если ты любишь реализм или когда он преобладает в большинстве механик в игре. Я такие игры не очень люблю. Для меня они душноватые. Лучше поиграть в ARK Raiders. Игра хорошо сбалансирована, хотя на самом деле каждому свое. А теперь мой кореш скажет свое заключение об этой игре. Всем привет! Что я могу сказать по игре Active Matter? В принципе, очень неплохой клон, я бы так сказал, Таркова или других экстракшн-шутеров, который учел изначально их недочеты, да, например, как PvE режим отдельный. Изначально в Таркове этого не было, многие не хотят сражаться с другими игроками, да, хотят просто пострелять, поизучать карту, что-то повыносить, пройти квесты и так далее. Многим не интересно PvP, и поэтому тут, в принципе, сразу из коробки есть такая возможность. Пока не совсем понятно, есть ли, как в условном Таркове, неограниченное PvE, потому что сейчас, насколько я помню, было ограничение на количество заходов в PvE рейд. Возможно, все будет меняться, а возможно, и ничего не изменится по подпискам. Что по самой игре? Очень понравилось то, что ты не можешь заседать. Игра тебя подталкивает более к активным действиям. Нет, конечно, ты можешь, но это будет более сложно. Например, если ты заходишь в кусты, тебя начинает выталкивать. Плюс также есть движущиеся аномалии, да, которые тебе не дают засесть во всех местах. Ну и также ты слышишь звуки выстрелов и рефлекторно начинаешь двигаться в том направлении, потому что все выходы, они охраняются мобами. На точках всегда есть какое-то количество мобов, убить их тихо вряд ли получится. Конечно, можно это сделать с помощью мили оружия, вот, но это рискованно потерями здоровья, поэтому проще из дальнего оружия раскидать толпу мобов, но ты привлекаешь к себе внимание. И поэтому на карте постоянно слышны выстрелы и постоянно идет какой-то бой. Это очень хорошо, на мой взгляд, потому что в том же Таркове, да, есть на точках экстракции крысы, если так можно назвать. Меньше, наверное, можно назвать их людьми.
которые просто сидят на точке в темном углу и ждут, пока ты им принесешь лут. То есть это на самом деле очень сильно снижает мотивацию играть в игру, да, когда ты вроде файтишься, ты получил за это ценный лут, собрал все самое лучшее, и по какой-то случайной нелепости из угла, когда ты уже максимально расслаблен, тебя убивает эта крыса-таракан подлая. Тут точки почти все, ну не почти, но процентов, наверное, 70, насколько я заметил на картах, они в открытых зонах. Реже всего они, конечно же, в зданиях. Про аномалии. Аномалии на самом деле очень разноображивают игру, если так можно сказать. Они наносят как и дополнительный урон, так и мешают тебе так или иначе проходить прямолинейно, да, некоторые моменты. Также они иногда помогают в файтах. Был момент, когда мы перестреливались с челом, и там летала шаровая молния. По итогу я находился на более высокой позиции, противник находился снизу. К нему подлетела шаровая молния, его убила. Я находился достаточно близко, но над ним. Из-за взрыва шаровой молнии меня по итогу скинуло. И так как у меня были выбиты ноги, я упал, разбился и тоже умер. То есть аномалии подталкивают к более активной игре. Что еще понравилось? Это, например, выбитые руки. Насколько я помню, я в Тарков, конечно, уже давно не заходил. В Таркове выбитые руки, они не наносят урон. Они, да, мешают прицеливанию и так далее. Но тут даже прицеливание тебе наносит урон. Если у тебя выбиты руки, ты прицеливаешься, мало того, что у тебя нереальный разброс, так тебя еще и дамажит. Как по мне, хорошая игра с хорошим заделом, есть что подправить, есть куда расти. Например, подсумок, который покупается за внутриигровую валюту, премиальную. Как по мне, не очень хорошая задумка, вы можете урезать количество слотов в подсумке, да, но если это расходник, делайте его за игровую валюту. Пусть он, да, там будет меньших размеров, но чтобы его можно было покупать почти там в каждый рейд, да. Или делайте его там как донатную плюшку, но делайте его постоянным. Ну, это опять же сугубо мое мнение, но вариант, который сейчас в игре, что он за премиальную валюту, условно, и это расходник. Ты не можешь его брать постоянно, но ты не можешь заранее знать, какой, да, там будет рейд, чтобы его брать. И, ну, не знаю, какая-то сомнительная история, то есть ты не понимаешь, брать тебе его, не брать, тратить на это валюту. И как будто бы получается, что, а какой смысл, да? Ты можешь пойти, нелепо умереть, его потерять, и при этом уже у тебя расходуется валюта донатная. Ну, насколько я помню, она, по-моему, там за какие-то то ли миссии фармится, но все же добыть ее очень тяжело, но потерять очень легко подсумок. И поэтому возникает некий диссонанс. Так как она еще в разработке, кто знает, как все изменится. Но желаю успехов этой игре. Благодарю за просмотр. Дорогу осилит идущий. Сайонара.